Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород и цветы. И пойдет речь о цветах. Для прекрасного настроения аквилегия сегодня у нас главная героиня этого видео. 13 лет назад я по просьбе бабушки вот такой кустик маленький, синенький, вот купила. Уже конец рынка было, она меня уговорила, очень дешево продавала. И я взяла и купила вместе с корнем. Посадила, ну и... Бабушка посоветовала срезать цветочки, я срезала, поливала и забыла об этом растении. В следующий год взошел такой кустик, огромненький, вырос, очень рано показываются зеленые листики, но вот зацвел очень красиво. Прекрасно, мы его оставили, пусть себе семена наращивает, выращивает. И что произошло потом? Это чудо. У меня, вот смотрите, где только можно, вот эти цветы сами себе засеваются, никаких проблем. И они постоянно где-то новые появляются. Причем их так много. И в таких местах, где и сухо, и тень, вот полутень, они прекрасно растут. Но купила еще одна очень интересная вещь. Вот они такие были, простачки, простые, без этих... серединок. Вот, кстати, появились вот такие интересные новинки. Еще таких не было. Вот, новиночки вот тоже. Расцветки самые-самые разные. Но вот появились вот такие чудо. Действительно, что это чудо, потому что это уже гибриды. Получается, что эти растения сами себе создают себя, постоянно работают над собой. Селекционная работа постоянно проводится этим растением. Смотрите, какая это прелесть, какие богатые кусты. И вот здесь рядышком снова же новый сорт появился. Я так все время вспоминаю с благодарностью ту бабушку, которая уговорила меня купить вот это одно синенькое растение. И вот сейчас мы радуемся и получаем массу удовольствия. Еще одна разновидность очень интересная, это тоже как гибрид, очень красивые растения. Это многолетник. Я уже попробовала пересаживать осенью. Когда отцветает, самые красивые оставляю. Вот уже семенники есть. Кстати, в этом году на 1 мая уже зацвел первый кустик аквилегии. Синенький был. Вот здесь он тоже такая красота. Смотрите, что делается. Это чудо. Никаких забот, никаких подкормок, никаких особых поливов. Это растение, вот корешком его переношу, верхушку срезаю, и вот еще оно растет. Платится. Вот какие платятся красивые аквилегии. Если первый год, оно небольшое растение, а если оставить, кстати, пересадить, вот после пересадки тоже вот такие они большие, мощные кусты, и очень много цветов появляется. Поэтому этот цветок не надо заранее сеять, не надо. Вот один раз я корешок посадила, и теперь в разных частях и огорода, и сада, и цветника всегда вот они неожиданно появляются, неожиданно расцветают. А вот этому кустику уже 2 года, 2-й год, и вот он зацвел. Мощный, огромный куст, и такая красота, и это май месяц. Это великолепие такое, которое нельзя передать словами. И вот они у меня везде и всюду рассыпаются. И смотрю, снова же появляются, я оставляю только вот красивые, но вот появляются всегда такие разные. Даже 2 одинаковых нету. Насколько эти цветы красивые, необыкновенные. Вот смотрите, насколько они прекрасны. Сколько силы у этого растения. Смотрите, что делается. Даже у металлической лестницы, где здесь не было возможности там вот что-то делать, и я так оставляла вот эту рассадное растение. Посмотрите, у нас уже новый сорт. Какой красивый, необыкновенный. Смотрите, сколько платьиц у него. Красавец. Аквилегия. Ну и завершу наше сегодняшнее видео для настроения об этих необыкновенных цветах. Еще вот уголок сада. Посмотрите, со всех сторон прижата аквилегия. Но они снова же зацвели. Смотрите, какие красивые расцветки. Необыкновенные. Они дружат со всеми растениями. Вот как прекрасно выглядит. Кстати, аквилегия – это научное уже название, а я знала с детства, что есть такое растение орлик.
Еще водосбор. Бабушка говорила, что купи водосбор у меня, не пожалеешь. И я, конечно же, не жалею, потому что вот эта красота, это необыкновенная красота. Она всегда дарит прекрасное настроение, хорошее, позитивное такое желание творить, созидать и делать красивое. Ну, просто невозможно пройти мимо вот этой красоты и не улыбнуться. Ну что ж, я вам рассказала о цветах, которые я не сею, не поливаю, не подкармливаю, а ничего им не делаю. А они сами растут. Единственное, что всегда оставляю несколько растений вот таких новых расцветок, и всегда появляется из них еще новее, еще красивее. Всего вам самого доброго, до новых встреч в новых видео. Прекрасного всем настроения и чудесных цветов в ваших садах.